Привет, друзья! Мы девчонки Лис, и мы наконец-то добрались до нашей любимой Припяти. А это значит, сможем вам показать красоту этого заброшенного города зимой под покровом снега, когда город не скрыт за зеленым буйством деревьев. Ну вот, друзья, мы в Припяти. Холодно просто, не знаю, ужасно холодно. Сейчас попробуем найти какую-нибудь приличную квартиру. А здесь, как вы видите, по мусору можно судить, что здесь живут сталкера. Потому что вон пакеты, сигареты, тушенка, мивина. Это все от них. Ну что? Холод просто собачий. Заходим внутрь. На первом этаже, конечно, нереально останавливаться, потому что это все нараспашку. Попробуем поискать что-то на более сухих верхних этажах. Библиотека здесь была. На библиотеку вообще не похоже. Друзья, зимой надо искать более маленькую и самую сухую комнатку, которая есть на этаже. Такая вот есть. Но хотим забраться повыше и посмотреть, что там есть. Может быть, там есть какая-то меблировка, потому что здесь вообще голый пол. Здесь везде деревянные полы. С одной стороны, это прикольно, но ну вот, друзья, смотрите, 3-й этаж. Вот эти двери помечены крестами. Я так понимаю, что менты ходят в свое свободное время и помечают сталкерские хаты. Это типичная сталкерская хата. Из больнички натащили физрастворы. Банки тушенки здесь валяются. Сумочка от противогаза. Фильтр, полигликолин. Я не знаю, что это за люди такие натащили. Вот это вот полиглюкин. Это все из Припятской больницы. Здесь даже для окна занавеска вот такая полиэтиленовая. Ну, это хата стопудово спаленная. Она уже засраная вся. Заброшенная. Потому что она находится достаточно близко. Даже написано, смотрите. Не гадить, хата 32. Потому что она находится достаточно близко к центру. Я думаю, что менты здесь стопудово все уже облазили. Вот эта комнатка уютная. Я думаю, что мы бы даже могли с Людмилой здесь остановиться. Несмотря на то, что здесь не хватает
нескольких стекол. Вообще здесь все закрыто. Внутренний дворик, комнатка маленькая. Вообще очень хороший вариант. Я буф. Но в спальных хатах мы, конечно, останавливаться не будем. Друзья, комната классная, сухая, но пробито окно. Выход на балкон. Вот она, наша Припять любимая. На первый взгляд очень приличная хата, сухая, окна все целые, можно двери закрыть, ну здесь одна без створки, но вот эти кучи свидетельствуют о том, что господа сталкера ходили сюда в туалет, и соответственно мы отсюда уходим. Ну так вот хата на этаже, может быть, одна, а загажены все этажи. Здесь посмотрим сейчас что. И здесь тоже загажено, судя по кучам. Еще и окно открыто. Давайте хотя бы окно закроем. Этаж 5. Здесь очень приличная комната, полностью целая. Дверь закрывается. Даже обои вон кое-где сохранились. Окна все целые. Здесь маленькая комнатка. Вот такое. Вот здесь вполне можно остановиться зимой. Лучше всего останавливаться в домах, которые выходят на солнечную сторону, потому что оно будет прогреваться дополнительно. Здесь также дверь... видите, она тоже помечена, что здесь могут останавливаться сталкера. Поэтому менты во время своих рейдов вполне могут вас навестить, если вы здесь остановитесь. Мы пойдем искать дальше. Невозможно. Вот, друзья, деревянный пол. С одной стороны хорошо, тепло, уютно, но когда он прогнивает, ходить невозможно. Но это слишком свободное. Хотя вот здесь пол идеальный и обои по большей части сохранились. Хорошая комната. И вот такая чудесная, красивая цветочная люстра здесь была. Ну вот в эту комнату мы... Что это один из верхних этажей. Что-то здесь обои почти везде одинаковые в этих комнатах. Типовые. Смотрите, здесь окно целое, оно открыто. Можно закрыть. Здесь вот такой вот вид на город. Там колесо обозрения. И, конечно, ментам здесь очень удобно. Дорога рядом, дом ближайший. Конечно, они здесь все облазили. Поэтому мы не советуем в этом доме останавливаться. То мы так заглянули ради интереса. Понятно, сейчас
закроем окно. Ну, везде, где можно, конечно, стоит закрывать их, чтобы по максимуму сохранять в доме сухость. Ну, это на самом деле не особо помогает, потому что вся влага просачивается через крышу. Пол здесь везде деревянный, он везде уже сгнил. Ну, этот дом, за исключением нескольких нижних квартир, там, на 3-м, что ли, на 4-м этаже, больше не пригоден для жилья. К тому же он весь спален ментами. Ну, вот так уже одни из верхних этажей. Солнце хорошо заглядывает, но уже повсюду выбиты двери и окна. А вид красивый открывается. И протечки с каждым этажом все больше и больше. Давайте выйдем на балкончик. Ой. О, слышите? Туристы. Ай. Тут видно стадион, но его уже не видно, он почти не различается среди деревьев. Этот дом сталкера любит за то, что здесь такой запасной выход. Ну, давайте еще сходим на этаж вверх и пойдем дальше. А из этого окна вообще идеальный вид на Семиходский мост и на арку. Надо в соседний дом сходить, может быть, там что-то получше сохранилось. Ну вот, друзья, вы можете видеть, это всего лишь начало декабря. Пару дней минусовых температур, уже вот такие сосульки на одном из последних этажей. А здесь вон по всей стене. Вот так вот вода и пробивает себе дорогу на нижние этажи. И разрушает все на своем пути. Это идеальные комнаты, но окна разбиты не до конца, можно закрыть. Тоже отличный вид на город. Но в этом доме мы останавливаться, конечно, не будем. Протекает уже, ментами спален и почти в центре города находится. К краю близко подходить не будем, чтобы нас не запалили. Но здесь такой потрясающий вид на город. Я думаю, что самое время запустить дрон и посмотреть на город с высоты. Припять, молодой и процветающий город атомщиков, был основан 4 февраля 1970 года. Строительство было провозглашено всесоюзной ударной стройкой. Помимо поселения атомщиков, Припять также проектировалась как крупный транзитный центр. Для своего времени это был самый новый и самый передовой по системе городского планирования населенный пункт на западе СССР. Спустя долгих 9 лет после начала строительства рабочий поселок получил статус города областного значения. На момент аварии 1986 года город Припять имел отлично развитую инфраструктуру и прекрасное снабжение.
В Припяти уже было построено 5 полноценных микрорайонов с городским центром, который включал в себя дворец культуры «Энергетик», отель «Полесье», кинотеатр «Прометей», а также здание центрального ресторана и торгового центра. Вся жилая площадь города Припяти составляла 658 700 квадратных метров. Жилищный фонд города состоял из 160 домов общей численностью 13 500 квартир. Помимо квартирных домов, в городе были созданы 18 общежитий для холостяков на 7600 мест, 8 семейных общежитий и домов гостиничного типа на 1200 комнат. На момент аварии 4-го блока город Припять мог похвастаться работой 25 магазинов в общей сложности на 9 тысяч квадратных метров торговых площадей. Что касается заведений общественного питания, то и здесь можно сказать о том, что все было под рукой. В городе работало 27 точек, которые включали в себя столовые, кафе и рестораны, рассчитанные суммарно на 5500 человек. 9-й по счету атомоград Советского Союза проектировался с расчетом на динамический и стабильный прирост населения. По этой причине на территории города Припять было построено 15 детских садов, 5 школ, 1 профессионально-техническое училище, а также 35 детских игровых площадок и 1 городской парк. Так, плюсы этих домов в том, что они соединяются одним боком. Мы из одного дома попадаем в другой. А здесь как раз стадион. Не знаю, видно ли вам на видео. Тут видны трибуны. Это вышка. Конечно, очень зарос, уже стал практически неузнаваем. Так, ну а мы пойдем тогда в другой подъезд. Посмотрим, что там. Вид на станцию здесь тоже классный. С этой стороны особенно. Вот она, красавица. И 3-й блок видно. Семиходский мост. Панорама вообще очень-очень красивая. Город сейчас как на ладони. Даже несмотря на то, что мы на крыше 9-этажки, все видно. И центр города видно. И гербовые шестнари отсюда видно. Вообще местоположение шикарное. Но не знаю, как для ночевки. Если найдем что-то приличное, то обязательно с вами поделимся. А так пойдем дальше смотреть по квартирам. Друзья, ну мы в соседнем доме находимся, вот с которого мы на крышу перешли. Ну, дом классный, конечно. Здесь виды потрясающие и на арку, и на центр. Но ночевать мы здесь не будем, это 100%. Потому что ни одной нормальной квартиры. Здесь только замечательные виды. Окно нараспашку. И закрыть его даже не представляется возможным уже. Хотя бы просто прикроем. Но все равно распахнется от ветра. О, вот так. Ну вот, друзья, здесь вот так оформлен подъезд. Интересно. Какой-то художник здесь жил. Нарисовал березки, речку, поле. Ну, а мы этот дом покидаем, потому что здесь ловить нечего. Здесь не переночуешь, здесь нет никакой мебели, а сейчас на полу ночевать это можно заболеть. Ну, идем на поиски. Пойдем в более отдаленные микрорайоны, потому что в центре ловить нечего. А были мы, оказывается, в общежитии номер 21А. ЧС. Наверное, это было общежитие ЧС. А похоже на обычный
Многоквартирный дом. Детская площадка здесь. Напротив такой же типовой. Вот один подъезд и вот второй. Не знаю, может сейчас ее тоже сходим. Зашли мы вот из этого подъезда. Да, смотрите, здесь тоже написано. Общежитие СУЧС. Общежитие 21. Потрясающая вообще табличка. Уникальная. И вот такое общежитие. Здесь мы побывали с вами.